Привет! Со дня вторжения в Нагорный Карабах Азербайджана и вынужденного исхода карабахских армян прошло уже больше месяца. С тех пор в Армению въехало больше 100 тысяч беженцев, которые разъехались повсюду, от столицы до маленьких городов и сел. Сегодня рассказ пойдет о городе Дилижан, где в помощь беженцам активно включилось все гражданское общество. Это и армяне, живущие здесь, и иностранцы, приехавшие на работу или на учебу, а еще большое российское комьюнити, которое переехало в Дилижан после начала вторжения России в Украину. А ключевое звено в этой помощи — группа Норшин, которую создали 3 девушки, чтобы помогать арцахцам после 44-дневной войны в 2020 году. Мы благотворительная организация. 3 подруги. Я, Светлана Лески и Елена Геворгова создали группу, которую назвали Норшин, по названию моей родной деревни Норшин в Мартунской области в Арцахе. Я приехала из Арцаха 16 лет назад, вышла замуж и жила в Ереване. А в Дилижан приехала 6 лет назад, так как мой муж – офицер и работает в училище Манте Мелконяна. Работа заставила переехать всей семьей, но мы влюбились в Дилижан. Я и Светлана уже 6 лет живем в Дилижане. Мы очень хорошие подруги и очень дружим с семьями. Так вместе и начали помогать людям. Елена, 3-я основательница Норшин, в момент съемок была в Ереване и курировала работу там. Она присоединилась к Алмаз и Светлане в 2020 году, когда они организовали помощь беженцам из Арцаха впервые. Вместе они помогали семьям и работой, и одеждой, и жильем. Многие семьи, которые приезжали в Дилижан в 2020 году, вернулись сюда и сейчас. Я, Лена и Алмаз в 2020-м курировали семьи очень долго. То есть если кто-то там в октябре что-то прислал, я весной знаю, что у них происходит. Я уже их показываю в сторис, я про них приезжаю, рассказываю. Я с ними встречаюсь. Мне могут написать: а помнишь, была семья там с девочкой, мы им там аренду оплатили. Что у них там сейчас? А я про всех знаю все. То есть если даже не про всех, то я могу позвонить Алмаз, а она будет знать еще про кого-то. У нас в ВКонтакте практически все. Даже те, кто в 2020-м уехали, мы продолжали поддерживать с ними отношения. И до настоящего момента мы спрашиваем, куда они разъехались. У нас все надолго. Наша история дружбы с нашими семьями – это долгая история. Вот, посмотрите. Наши волонтеры из Карабаха в 2020 году тоже они помогли нам. Ляна и Люсинька. Прекрасная. Это яблочный пирог и яблоки. Мы будем кофе пить. Вот очень многие семьи там называют меня, там, говорят: ты все, ты стала нашей сестрой родной. Но уже после того, как мы съездили, похоронили вместе с детьми, с мамой, с бабушкой мужа, да, то вот я их встретила недавно, мы просто обнимаемся и текут слезы, потому что 3 года назад мы вместе хоронили отца. Ты уже остаешься их человеком навсегда, и сейчас у них все гораздо хуже, но у них есть мы, а они нам уже доверяют. Первоначальная задача экстренно расселить всех нуждающихся в Дилижане решена. Теперь нужно всех одеть к зиме. Поэтому в день наших съемок главным событием был шоурум одежды, который открылся в Дилижане впервые. Мы несколько дней, уже недель спорим внутри армянских наших переводчиков, как называть это место, потому что сначала это называлось склад, но уже складом это невозможно назвать. Потом это назвали бесплатный магазин, но это не существует на армянском. И есть такая идея называть это центр помощи, шоурум, но шоурум для многих там бабушек, например, к которым мы ездим в села, и которые из сел, из приграничных, они не поймут, что значит шоурум. Хочу это платьишко отложить. И, в общем, мы пришли к тому, что мы называем это бесплатный магазин Арцах по-русски, и как-то по-армянски очень близко к этому. Магазин, где не нужно платить. Сюда, в шоурум или бесплатный магазин, могут прийти арцахцы и выбрать себе нужную одежду абсолютно бесплатно. Важная особенность этого места в том, что одежда не сложена в коробке, а развешена, как в магазине. Ты шикарная женщина. Вау, это для той, которая 60-го размера. 27-го у нас было собрание волонтеров, где мы просто решили, что мы опять открываемся и опять помогаем. Создали телеграм-канал, разделили на группы, создали координаторов по направлениям, создали 5 пунктов приема по Дилижану. Мы это все сделали за первую неделю. Но это опыт, это только потому, что опыт. 1 числа у нас уже было готовы склады, гигиена пришла уже. Потому что мы слишком тупые. Да. Мы не сидим дома.
занимаемся людьми. Светлана рассказала, что они смогли все сделать очень быстро еще и потому, что к Норшин присоединилась группа российских релокантов. Светлана может сформулировать задачу в чате, поставить хэштег, и задача будет решена участниками комьюнити. Вы как-то взаимодействуете с властями? Получается? Да, мы сразу же вот собрались, все создали опять наш штаб, и приехала Елена Геворкова из Еревана, пришли еще некоторые активисты Дилижана, так как у нас в прошлый раз получилась шикарная координация с другими группами помощи, которые взяли на себя одну часть людей, а мы другую часть людей, мы в этот раз сразу же так сделали, чтобы в одну семью не возили по 2, по 3 организации. И все пришли к мэру. Прям в воскресенье мы с ним созвонились, приехали и обсудили. Группа, о которой говорит Светлана, это группа активных граждан Дилижана. Они помогают беженцам с 2020 года. А еще команда Дилижан Комьюнити Центр. Это образовательное учреждение, основным донором которого была и остается семья Варданян. Армине, директор комьюнити центра, рассказывает, что активисты сами инициировали встречу с мэром для того, чтобы решить, как распределить помощь беженцам. Мы с мэром что от него получили? У нас есть там девушка Нуне, она социальный работник. У нее есть, во-первых, списки, и у нас есть у Алмаз, у одной только Алмаз, доступ через Нуне к этим спискам, потому что мы должны проверить, зарегистрирована ли семья. Это у нас написано в памятке, что нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы мы знали количество и знали, что мэрия тоже им что-то должна выдать. Это первое, что мы приходим в семью и спрашиваем, зарегистрированы ли вы? Что делать, если они оказались в Дилижане и им нужна помощь? Тут все те номера, которые им понадобятся. Первый номер муниципалитета, где они должны зарегистрироваться. Потом номер медицинской помощи. И в самом конце скромно мой номер, чтобы они смогли позвонить, прийти сюда и получить одежду. Люди тоже распространяют эту информацию между собой, и поэтому все просто в Дилижане. Тут маленькая область, и люди все знают друг друга. Памятку нарисовали российские релоканты, которые помогают Норшин. Активисты пытаются сделать так, чтобы все приезжие вставали на учет и получали от властей максимальное количество помощи. То есть люди могут, в принципе, позвонить, сказать, у нас кончились средства гигиены, но в целом чуть-чуть мэрия, остальное мы, и как-то вот так вот раскидываем. Поэтому это очень удобно, что у нас есть доступ к этой информации, и он достаточно быстрый, потому что мы все на связи. Опять же, потому что маленький город. Сейчас, по словам Светы, власти раздают еду. Дают чуть-чуть, для поддержания жизни хватит. А еще раздают гигиену. Когда я спросила мэра города о том, по какому графику раздают еду, он ответил, что не знает. А Светлана говорит, что благодаря коммуникации с другими активистами им знакомы уже почти все приехавшие из Арцаха семьи. Осталось, наверное, еще неделя, и мы будем знать вообще всех по региону. Все, кто помогает в Дилижане, мы знаем лично. Я могу показать примерочную нашу. У нас очень крутая примерочная есть. То есть вот это мы все организовали за неделю, за 5 дней. То есть подумали в воскресенье, уже шоурум у нас работал в пятницу. Вот, та-дам, примерочная. То есть если что-то такое, платьишки какие-то, юбочки, могут люди заходить. И здесь единственное, что прохладно, надо пушку поставить. Но в любом случае самое главное в этом – это человеческий подход. То есть идея, пусть даже они не используют эти примерочные, но идея в том, что человек чувствует себя человеком, когда он приходит и не роется в этих коробках, как это было всегда. Наша задача была сделать так, что человек приходит и видит о нем заботу. Одна из важных целей – это сделать помощь человечной в плане вещей, в плане одежды. Вторая задача в том, что те люди, которые здесь находятся, они все были в большом шоке и не знали, как помочь. Ну, всю блокаду никто не знал, как помочь. Все тут кушаем, там у них нет еды, мы это все слышим, мы знаем, это рядом. И они все были в таком уже состоянии невроза и не знали, чем помочь. И когда люди приходят и прибирают вещички, сидят, да, общаются, пьют кофе, это также еще и помогает этой стороне. То есть почувствовать, что ты помогаешь. То есть ты достаешь вещь, она грязная, ты ее в стирку, достаешь вещь, она порванная, она в мусорку. Люди, которые помогают, это также студенты Международного колледжа UWC, расположенного здесь, в Дилижане. А еще сами арцахцы, которые, приехав сюда, помогают тем, чье положение сложнее. Семьи бывают разные. Есть семьи, которые адаптируются в этой области очень быстро, находят работу и сами помогают остальным.
Բայց կան ընտանիքներ, որոնք Но есть семьи, которые не могут сами ориентироваться, не могут пользоваться возможностями, так как только приехали. Думаю, что таким семьям нужно долго помогать и давать возможность самим организоваться, потому что это самое главное. որովհետև դա ամենակարևոր բանն է։ В день у нас в любом случае, как ни крути, 10 семей всегда есть. Если даже ты умножишь на 5, это уже 50 человек. Если это придет 15-20 семей, то это 100. Это огромное количество человек, потому что от семьи приходит мама, бабушка, но при этом они берут там на 3 детей, на других, на родственников. Потому что всей семьей они приходить стесняются. Смотри, какие шикарные джинсы. Модные для наших модных подростков. На момент съемки этого ролика в базе данных Норшин было около 1200 человек. Это откладываю для детей Геворком. Давай. Ой, они не оденут такие джинсы. Дети Геворка. Элеонора и Геворг. Девочка эти джинсы, ты хочешь сказать, оденет? Она не оденет. Ну, попробуй, ладно. Мы еще... Мы знаем, да. Как будет одеваться. Есть семьи, которые это оденут, другие это не оденут. То есть, так как очень много стареньких вернулось сюда, мы знаем эти семьи уже и вкусы, размеры. Вот эти наши вернувшиеся. Наша вернувшаяся арцашка. Вообще идеально. О, еще и вот, а вот 39-й был бы, это вот той красотки со вчерашнего дня. 36-й, держи. Вот, то есть понятно, что каблуки это не самое нужное и практичное, но вот вчера пришла девушка, которая взяла все самое модное, и вот мы были рады, что... Некоторым нужны каблуки, чтобы вернуться в жизнь. Некоторым нужны каблуки, некоторым нужны фетровая шляпка. Вон у нас. Слушай, ну почти все шляпки у нас разобраны уже. Шоурум Дилижана как будто бы фантастический островок добра, где люди разных национальностей работают вместе, чтобы помогать тем, кто нуждается. Я продолжу рассказ об этом фантастическом месте в следующем сюжете. Девушки расскажут, как они помогали людям в 2020 году, как возвращали их к жизни, какие проблемы они видят теперь и как они создали такие доверительные, почти семейные отношения со своими подопечными.